Всем привет! Привет! Сегодня у нас в программе опять сладости. И сладости традиционные. Традиционные азербайджанское и даже бакинское блюдо мутаки. Пирожные. Да, пироженки Да. маленькие. Рогалики такие. Или рулетики. Или рулетики. Но мы будем их печь, как всегда, со своей изюминкой. А тут в данном случае В прямом смысле с изюмом. Потому что традиционно начинка для мутаки – это орехи, сахар, немножко кардамона. Но мы, как всегда, опять же говорю, наш мамин вклад в пирожное мы используем сегодня в нашем рецепте. Для приготовления теста нам понадобится 500 грамм муки, 150 грамм сливочного масла, 220 грамм сметаны, 10 грамм разрыхлителя и пол чайной ложки соли. Просеиваем муку и натираем на терке масло. Чтобы легче было его натирать, масло берем из морозильника и периодически обваливаем его в муке. Добавляем соль, разрыхлитель и перемешиваем. Сначала ложкой, а потом руками до однородности. Делаем небольшое углубление и выкладываем сметану. И опять все перемешиваем сначала ложкой, а затем начинаем месить тесто руками. Как только тесто соберется в один комок, продолжим замешивать его на столе. Перекладываем тесто в емкость, накрываем пищевой пленкой и отправляем на 20 минут в холодильник. А пока приготовим начинку. Для нее нам понадобится 100 грамм грецких орехов, 100 грамм сахарного песка, 50 грамм изюма, пол чайной ложки молотого кардамона и 8 грамм ванильного сахара. Орехи измельчаем. Добавляем сахарный песок, кардамон, ванильный сахар, изюм и все перемешиваем. Достаем наше тесто из холодильника, делим на 4 части и скатываем из них шарики. Три шарика убираем на тарелку и накрываем полотенцем. Один шарик сразу начнем раскатывать. Мы должны получить лепешку диаметром примерно 28 сантиметров. Разрезаем лепешку на 8 сегментов. В основании каждого кусочка выкладываем чайную ложечку начинки и заворачиваем в рулетик. Также раскатываем и разрезаем второй шарик теста. И сворачиваем еще 8 рулетиков.
Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. И отправляем в духовку разогретую до 180 градусов минут на 25-30. Вот такие румяные должны у нас получиться мутаки. Перекладываем на тарелку и обильно посыпаем сахарной пудрой. Также готовим и следующую партию из 16 пирожных. Приятного аппетита! Вот какие замечательные мутаки у нас получились. Ровно 32 штучки. Прелесть рецепта в том, что не осталось ни кусочка теста, ни грамма начинки. Так что обязательно в точности следуйте рецептуре. Ну что, давай Пробуем. пробовать. Порежу пополам. Да, Мы же с тобой любим все пополам. да. Вот такие у нас получились рулетики. А чайку? Так, Будьте любезны. буду. Чаек. Прошу. Бакинские мутаки С с бакинским, бакинским чаем, с чаем с чабрецом из армуды стаканчиков. Ваше здоровье. М? Вкусно тебе? Мягкий, нежный. И наш секретный ингредиент сработал. Изюм внутри дает изюминку. Да. Очень вкусно. Очень рекомендуем вам тоже добавлять немножко изюма в эту ореховую начинку. Вам понравится. Чуть-чуть кислинки к ореховому вкусу, сладкому. Это очень замечательно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, не бойтесь никогда экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте любимых и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!